Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга в правительстве прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о картах царского периода, на которых озеро Севан обозначено как Гёйча. По словам Пашиняна, если рассматривать эти карты в подобном контексте, то они оказываются куда менее выгодными для Азербайджана, чем для Армении. На той же карте есть название Армения, но нет Азербайджана. Как это тогда интерпретировать? Заявил он. Отвечая в прямом эфире на вопрос журналиста, Пашинян подчеркнул, что обсуждение подобных тем не имеет смысла, особенно после подписания документов 8 августа 2025 года и регламента комиссий по делимитации от сентября 2024 года. Он отметил, что журналисты должны самостоятельно проверять источники и карты, о которых идет речь, прежде чем распространять заявления политиков. Премьер напомнил, что на месте нынешней Армении на старых картах всегда указана Армения, а на месте современного Азербайджана нет надписи «Азербайджан». По мнению Пашиняна, споры вокруг исторических карт и топонимов не имеют практического смысла. То, что Ванадзор назывался Кироваканом, а Гянджа – Кировабадом, что это значит? Было же такое, и что из этого следует? Сказал премьер, добавив, что политические решения должны опираться на современные соглашения, а не на архаичные карты или названия. Он также подчеркнул, что топонимы, на которые ссылается азербайджанская сторона, не являются азербайджанскими по происхождению. Эти названия турецкие, персидские, арабские, монгольские местами могут быть и русскими. Пашинян также заявил, что если азербайджанская сторона употребляет термин «Зангезурский коридор», то речь идет о ее собственной территории, и этот термин нельзя применять к армянскому проекту ТРИП. По словам премьера, Армения действует исключительно в рамках международного права и договоренностей, подписанных при посредничестве Европейского Союза и США. В азербайджанском парламенте тем временем прозвучали новые заявления в адрес Армении. Депутат Милли Меджлиса и председатель партии «Справедливости, права и демократии» Гудрат Гасангулиев заявил, что если Армения оперативно не примет решение об открытии коридора, Азербайджан будет вынужден силой очистить территорию Сюникского региона, а затем передать ее под контроль России или Соединенных Штатов Америки. Он также отметил, что Баку готов подписать меморандум о мире при условии, что Армения начнет строительство дороги в Нахичевань и внесет изменения в Конституцию. Эти заявления вызвали резонанс в армянских СМИ, где их расценили как очередное проявление давления на фоне переговорного процесса. Параллельно в Баку проходят военные приготовления. Для участия в параде прибыл личный состав пакистанской армии, а также турецкий почетный караул и 6 истребителей F-16 ВВС Турции. В Министерстве обороны Турции подтвердили участие этих подразделений. По данным армянских источников, аналогичные самолеты применялись Турцией во время конфликта 2020 года. В экспертных кругах Еревана эти действия рассматривают как демонстрацию военной солидарности трех стран и сигнал о продолжающемся стратегическом взаимодействии между Баку, Анкарой и Исламабадом. На фоне происходящего Иран вновь обозначил свою позицию. Министр иностранных дел Исламской Республики заявил, что Тегеран не допустит изменений на южной границе Армении и не потерпит присутствия иностранных войск в регионе. Присутствие иностранных сил на Кавказе для нас неприемлемо. Мы не принимаем никаких геополитических изменений и пересмотра границ. Наша позиция – формат 3+3, подчеркнул представитель Ирана. Американская сторона тем временем продолжает проявлять интерес к процессу мирного урегулирования. Спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, вспоминая встречу в овальном кабинете перед подписанием Вашингтонской декларации, рассказал, как Трамп спросил Алиева, почему тот остановил наступление, имея военное преимущество. Алиев ответил: «Я просто хотел вернуть то, что они у нас взяли. Мне не нужно было больше». Уиткофф назвал это примером государственного мышления и отметил, что такое решение позитивно повлияло на международную репутацию Азербайджана. По словам американского дипломата, в Вашингтоне рассчитывают, что обе стороны будут придерживаться ранее достигнутых договоренностей.
Тем временем в Армении правительство приняло решение о создании службы внешней контрразведки в структуре службы национальной безопасности. Новое подразделение займется защитой армянских дипломатических миссий за рубежом и обеспечением национальных интересов страны вне ее пределов. В политических кругах это решение расценили как шаг к укреплению институциональной устойчивости и повышению эффективности разведывательного взаимодействия с партнерами. Днями ранее на ту же тему высказался министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя слова Алиева о царских картах. Он подчеркнул, что подобные исторические дискуссии не способствуют продвижению мирного процесса и отвлекают от обсуждения реальных, актуальных вопросов. Не хочу углубляться в историю, чтобы не создавать неудобную ситуацию. На старых картах можно увидеть армянские топонимы на более широких территориях. Давайте говорить о сегодняшней Армении, о тех границах, которые признаны Азербайджаном, заявил министр. Мирзоян добавил, что на многих картах Российской империи озеро Севан обозначено именно как Севан, а попытки исторического переименования не отражают реальных фактов. На международном форуме Орбели-2025 глава МИД Армении также ответил на вопрос азербайджанского журналиста о возможных изменениях Конституции ради мирного договора. Мирзоян ясно заявил, что этот вопрос не является предметом переговоров. «Мы не принимаем это в качестве темы обсуждения и не видим в Конституции Армении угрозы территориальной целостности Азербайджана». Он подчеркнул, что подобные попытки интерпретации исходят от официального Баку и не отражают реальных позиций армянской стороны. Мирзоян напомнил, что термин «коридор» в отношении инфраструктуры на территории Армении не должен использоваться, так как официальное название проекта — ТРИП. Этот проект, по его словам, имеет международное признание и юридическую основу, одобренную посредниками и международными организациями. Он отметил, что Армения продолжает придерживаться линии на разблокировку коммуникаций без ущерба для своего суверенитета и без передачи контроля над транспортными маршрутами третьим сторонам. Таким образом, заявления Пашиняна и Мирзояна сформировали единую позицию армянской стороны – отказ от исторических споров и сосредоточение на признанных границах, международных соглашениях и защите суверенитета. На фоне этого Баку продолжает продвигать свои требования и усиливать военный потенциал, что сохраняет напряженность и делает перспективу реального мира зависимой от баланса дипломатических и силовых факторов в регионе. В целом можно отметить, что нынешний обмен заявлениями отражает не столько идеологические разногласия, сколько борьбу за интерпретацию региональной реальности. Армения делает ставку на правовые аргументы и международную поддержку. Азербайджан — на геополитическое влияние и демонстрацию силы. И хотя обе стороны публично заявляют о стремлении к миру, глубинное недоверие между ними остается, что продолжает тормозить формирование стабильной архитектуры безопасности на Южном Кавказе. Если вам был интересен наш выпуск, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и включить уведомления, чтобы не пропустить самые важные новости и разборы международной политики. Пишите свое мнение в комментариях. Нам важно знать вашу точку зрения.